Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она и вы сегодня. Давайте-ка посмотрим, что происходит между вами сейчас. Даже если вы разошлись, да, давайте-ка посмотрим, заглянем в ваше и в ее подсознание, посмотрим на самом деле, что у вас есть притяжение или нету притяжения. Давайте-ка посмотрим. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что у вас сейчас происходит, да, в жизни. Так. Ну, знаете, вот мне сейчас вот почему-то больше нравится ваш настрой, чем был вот еще, может быть, совсем недавно. Как-то вот, ну, настрой на позитив у вас появился, что ли. Настрой, причем на новый жизненный этап. Вам очень хочется, чтобы у вас начался новый этап, началась светлая полоса, в которой будет уже новая женщина. Вот именно вы нацелены на какую-то стабильность. Причем, знаете, вот у вас настрой, чтобы у вас была гармония во всем. Вам хочется и финансовой стабильности, вам хочется и в личной жизни, чтобы у вас все хорошо, стабильно, чтобы одна женщина была, да, чтобы, ну, как бы жить и горя не знать. Вы очень такой человек мечтательный, в чем-то даже наивный, я вам скажу. Хотя, ну, вас лучше не злить все-таки, потому что вы бываете очень крутого нрава. Вы можете, ну, дать отпор, вы можете даже словом так человеку ответить, да, что к вам больше не подойдут. Но есть какая-то такая, ну, жесткость, что ли, в вас, да, но это, опять же, повторюсь, если вас, ну, как-то либо достать, да, либо сказать, что что-то такое, что вам не понравится, да, вы, то есть отбрить вы можете. Так, смотрим. Что еще у вас происходит? Так. У вас, смотрите, вы стоите на пороге кардинальных перемен. Вот именно как вы хотели, да, перемен в личной жизни. Причем будет настолько такая вот абсолютнейшая стабильность вот в личной жизни именно, вот какой-то такой комфорт, да. Мы сейчас немного не об этом смотрим, но личная жизнь, вот судя по раскладу, я смотрю, будет очень и очень такая у вас и бурная, и страстная, много любви будет, да. То есть, если сейчас вы, может быть, не верите, что у вас появится такая вот супер женщина, с которой вы будете счастливы, то поверьте, эта женщина появится. Причем появится и начнется все с больших страстей. Итак, смотрим теперь, какая же женщина пришла сегодня к нам на расклад. Смотрите и узнавайте. Так, боже, какая же дама. Она настолько вот как-то вот, знаете, она может обидеть человека, а считает, что она ничего плохого не сделала. Ну, то есть она просто на раз-два может обижать людей, да, вот. Она как-то не задумывается даже, вот обидела она кого-то или нет. Вот она может говорить то, что она думает, не задумываясь о последствиях. Она может делать то, что она хочет, не задумываясь, нравится это кому-то, не нравится. Она такая дама, которая, она может, знаете, лапши навешать, сказок нарассказывать. И опять же, она не думает о последствиях. Вот она как-то это со всеми, ну, практикует. Она вообще со всеми окружающими так себя ведет. Не только вот она с вами так себя вела. Причем как-то у нее жизнь сейчас как будто застопорилась. У нее я не могу сказать сейчас, что она прям настолько счастлива вот после расставания с вами. Давайте-ка посмотрим. Коротко посмотрим, как она живет. А потом будем смотреть, что же вас связывает или нет с ней вот на данном этапе. Что происходит. Она, смотрите, у нее личная жизнь вообще вот, ну, в подвешенном состоянии. Она просто вот застопорилась. У нее либо же нет никого, либо же может проигрываться это какие-то короткие романы, легкие романы, да.
Хотя хочет она любви, она хочет обеспеченного мужчину, но у нее не получается с этим. Причем не получается из-за ее характера. Характер не из простых, я уже об этом говорила. Она вот мечтает, знаете, чуть ли не олигарха себе, ну такого, чтобы и красивый, и умный, и талантливый, и с машиной, и с квартирой, и с деньгами, ну то есть, чтобы все при нем было, и фигура, да, но тем не менее на себя она особо не смотрит, да, что нужно ведь соответствовать такому товарищу. А она-то не соответствует уровню олигархов. Ну никак, да, она может быть ухоженной, но она не соответствует вот именно статусным таким мужчинам. Она абсолютно им не соответствует. Но мечтать не вредно. Так, давайте-ка теперь посмотрим, она и вы сегодня, да, что же между вами происходит, либо же не происходит. Может быть, что будет еще? Так. Что между вами происходит? А между вами происходит, смотрите, следующее. Значит, те, у кого есть дети, вы пытаетесь как-то вот помогать, вкладываться, вы пытаетесь тянуть этих детей. Да, может быть, вам сложно, может быть, не на все у вас есть возможность там оплатить что-то, да, купить что-то ребенку. Да, вам это тяжело. У кого-то из вас даже может проиграться, смотрите, что в детей больше вкладываетесь вы, чем эта женщина. Несмотря на то, что дети могут жить с мамой, как-то вот вы как отец, может быть, вы больше получаете, да, но вы, может быть, их тянете больше. Также может еще проигрываться, смотрите, вот сейчас я вот не вижу притяжения между вами. У вас такое состояние, что вот, ну, хочется забыть просто как кошмарный сон эту женщину, да, но она, опять же, может проигрываться у некоторых, что она может вас вот атаковать в чем-то. Атаковать, я имею в виду, что СМС писать, звонить, да, просить какую-то помощь, либо деньги дать, либо купить что-то, да. А вам этого уже не хочется, вы уже просто сыты по горло, вам надоело. Она пытается вот даже сейчас придумать какие-то уловки, как ей вот вас раскрутить, да, чтобы вы вложились. У кого-то, кстати, из вас может еще проигрываться, что она манипулирует через детей. Вот она может вам рассказать сказки, что нужно там, допустим, ребенку купить, я не знаю, что-то дорогостоящее, да, из вещей, допустим. Но на самом деле она эти деньги просто себе заберет. Ну, то есть такие манипуляции, да, вот она хочет красоваться, она хочет за ваш счет даже сейчас жить. Теперь смотрите, те из вас, кто не общается с женщиной, да, потому что, ну, это общий расклад, вы не все общаетесь со своими бывшими, то смотрите, здесь немного другая ситуация может проигрываться. У вашей, опять же, я делаю акцент, сейчас я говорю о тех, кто не общается. Смотрите, она вас вспоминает именно вот как, знаете, как спонсора какого-то. Вот она вспоминает те времена, когда она могла себе много чего позволить. Она бы хотела, чтобы вы точно так ей дарили подарки, чтобы давали деньги. Но опять же, это на уровне хотелок. Да, вот те, кто из вас не общается с бывшей. Потому что сейчас у нее, ну нет у нее такой возможности, да, вот она в своей жизни, она все разрушила. Вот у нее нету того человека, который бы дарил ей те подарки, которые дарили вы. У нее нету такого количества денег, да, чтобы она могла себе много чего позволить. Ну нету. Вот она как-то так живет, ну знаете, ну прожигает жизнь. И вот сейчас, вот я почему-то, знаете, в начале расклада, скажу вам честно, я думала, может быть, покажет, что бывшая, ну, хочет помириться с вами, что у нее тяга какая-то к вам. Но нет, я в раскладе этого не вижу. Вот хочется и красоваться. И это независимо от того, общаетесь вы с ней или нет, да, я уже объяснила.
То есть у нее сейчас вот тяжелое финансовое положение, у нее тяжелое положение в личной жизни. И она хочет просто наладить свою комфортную жизнь. Она хочет, чтобы ее все кружили. Она хочет, чтобы ей дарили подарки. Она хочет, чтобы все ее хотелки оплачивались. Вот этого она хочет, понимаете? Вот даже как-то я расстроилась. Почему-то я думала, что, знаете, может быть, ее совесть тронула, что ей хочется вернуть все. Да, вот она хочет, посмотрите, она хочет красоваться. Она хочет, чтобы ее любили и ублажали все вот эти вот ее желания, да. Но сама она, это человек, который, ну, в принципе, такие женщины не способны любить. Вот, потому что любить– это отдавать в первую очередь, да. Когда люди друг друга любят, да, они отдают взаимно и заботу, и внимание, и ласки. А эта женщина, она хочет принимать, вот чтобы ее все кружили, да, чтобы она такая вот вся счастливая была. Но такого нет. Вот это все на уровне мечтаний. Вот, знаете, как будто вот лежит человек и страдает, что у нее нет такой жизни. Она уже не знает, что ей делать. Она не знает, что придумать, как выкрутиться из той ситуации, вот, которая у нее сейчас сложилась. Давайте-ка уточним еще, посмотрим. Будет ли она какие-то шаги такие кардинальные предпринимать, чтобы с вами, может быть, наладить отношения? Нет, вы знаете, у нее мысли такие есть, да, вот это для тех, кто не общается с бывшей. У нее мысли есть, у нее даже сомнения бывают, да, вот, может быть, написать, а может быть, позвонить, но нет. Может еще, знаете, вот проигрываться, она через кого-то может, ну, как бы прощупывать о вашей личной жизни, как вы живете, да, вот разузнавать, есть ли у вас другая женщина, либо же нету. То есть вот как-то через хитрость она еще может к вам подлезть, через какие-то манипуляции, но все равно она останется одна. Я не вижу, чтобы вы с ней помирились, наладили отношения, даже если вам очень этого хочется. Ну, она не прогнется, она первая не сделает шаг. Вот вы, может быть, и ждете кто-то, да, что вот она придет, извинится, там покается. Нет. Она не будет этого делать, это совершенно не тот человек. У нее главное вот красота, материальные ценности, да, главное, чтобы ее любили и прислуживали, да. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что же все-таки будет дальше между вами или не будет. Так, коротко сейчас посмотрим. Знаете, нет, она вот все-таки будет искать мужчину. Вот она нацелена на то, чтобы найти мужчину. Но это будут уже другие мужчины. Посмотрите, она ищет статусных мужчин с деньгами, чтобы выйти замуж за этого мужчину, уже обеспеченного, да, чтобы взять его в оборот, и чтобы этот финансовый достаток был постоянно. Ну, как бы, чтобы стать женой обеспеченного мужчины. Простого сантехника ей, ну, совершенно не нужно. Вот. Она даже, знаете, она может не побрезговать даже ребенка родить. Ну, это у кого возраст позволяет, конечно. Она может даже ребенка родить просто для того, чтобы вот как-то, ну, таким образом привязать, что ли, вот человека к себе, да, хотя она не понимает, что, ну, ребенком, ну, никак невозможно удержать мужчину возле себя. Ну, никак невозможно, хотя некоторые женщины так считают, да, вот рожают детей просто, чтобы мужчина никуда не делся. Ну, это как-то, ну, смешно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!